Добрый день. Сегодня пятница. Мы, как всегда, подводим итоги все, что произошло за неделю. За минувшие сутки, в частности. Для вас сегодня еще будет сюрприз. Я думаю, он вас обрадует. Но мы его представим и покажем после того, как я проведу сегодняшний брифинг. Давайте начнем. Обстановка у нас не меняется, остается очень напряженной. На Донецкое направление противник по районам 9 населенных пунктов применил 1 снаряд калибром 152 мм, 66 мин калибром 120-82 мм. Также обстреливал из гранатометов сухого оружия. На Мариупольском направлении подразделения вооруженных сил Украины по району 4 населенных пунктов выпустили 40 мин калибром 120-82 мм. Также применяя гранатометы сухого оружия. На Горловском направлении по району 3 населенных пунктов противник вел огонь с применением гранатометов сухого оружия. Всего за прошедшие сутки нами зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня с позиции вооруженных сил Украины. Если говорить в целом за неделю, то противник применил по территории нашей республики 1166 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120-82 мм. Огневому воздействию подверглись районы 21 населенного пункта нашей республики. В результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины ранение получил 1 мирный житель. Разрушения получили 18 домостроений населенных пунктов Докучаевск, Ленинска и Зайцево. При защите границ нашей республики погибло 2 военнослужащих и 1 получил ранение. На этой неделе украинские силовики стремились всеми способами обострить ситуацию на линии соприкосновения. Противникам наносились артиллерийские минометные удары по жилым районам населенным пунктам Докучаевск, Ленинска, Зайцево, а также объектам жизнеобеспечения. При этом огонь корректировался с помощью беспилотных летательных аппаратов. В данных населенных пунктах отмечается наибольшее количество поврежденных домов после обстрелов украинскими карателями. Если бы не умелые действия наших защитников, которым удалось сбить 2 корректировщика огня, то жертв и разрушений на территории республики могло быть намного больше. Всего с начала 2017 года вооруженные силы Донецкой Народной Республики уничтожили 60 единиц беспилотных средств противника во время корректировки ими огня запрещенных средств и до разведки объектов гражданской инфраструктуры на территории нашей республики. Отмечается на этой неделе работа на линии соприкосновения войск во всех бригадах начальника Генерального штаба вооруженных сил Украины Муженко и командующего силами АТО Забродского. По имеющимся данным, обострение обстановки в зоне вооруженного конфликта обусловлено в том числе их присутствием. Также мы не исключаем, что по их инициативе и личным указаниям могут быть провокации в районах населенных пунктов Верхнеторецкая, Пески, Авдеевка, Маринка, Водяная и Докучаевск, как это было на Горловском направлении. В частности, украинская сторона на нарушение минских договоренностей предприняла захват в серой зоне населенного пункта Гладосово. Каратели состава 54-й бригады и 24-го батальона «Айдар» ворвались в поселок в ночь на 22 ноября этого года и стали угрожать оружием местным жителям, требуя молчать, а в отношении отдельных жителей проводили пытки. В настоящий момент нашей разведке известны истинные цели данной провокации. В частности, украинские военнослужащие силами до 2 взводов планировали временно закрепиться в поселке, а затем на следующие сутки произвести обстрел подконтрольных себе населенных пунктов. Применение минометов должно было быть зафиксировано заранее прибывших в данный район съемочных групп западных и украинских телеканалов с последующим обвинением вооруженных сил нашей республики в нарушении минских договоренностей. Также мы не исключаем, что данная провокация имеет связь с информацией от жителей оккупированных вооруженных сил Украины территорий о прибытии в район населенного пункта Светлодарск 3 грузовых автомобилей с украинскими военнослужащими, переодетыми в российскую форму. Мы предполагаем, что обстрел карателями своих территорий и действия на территории Украины украинских диверсантов, переодетых в форму российского образца, звенья одной цепи. Кроме того, наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение вооружений и военной техники противника на Мариупольском и Горловском направлениях. В связи с чем мы не исключаем более крупных провокаций в данных районах, к чему мы, естественно, будем готовы. Однако, прибывающие в данные районы подразделения достаточно деморализованы. В частности, батальонно-тактической группе 79-й бригады, дислоцирующей в районе населенного пункта Малиновка, из-за пьянства зафиксировано 2 суицида и 4 случая нештатного применения вооружения с летальным исходом для военнослужащих. При этом из-за издевательств военнослужащих над местным населением жители Малиновки и близлежащих населенных пунктов обратились к главе военно-гражданской администрации области с требованием выдворить украинских десантников
для проживания в чистое поле. Не менее критическая ситуация происходит и в подразделении 54-й бригады, дислоцирован на Горловском направлении, действиями которой очень недовольны жители населенных пунктов Новолуганска, Кадема и оккупированной части Зайцева, где военнослужащие из-за коррупции командования и нарушений в обеспечении с началом похолодания вынуждены грабить местных жителей, снимать их заборы, отнимать запасы дров для выживания на передовых позициях. Все эти факты говорят о деморализации украинских военнослужащих и неготовности их участвовать в новых котлах, приготовленных Порошенко. Слушаю вопросы. Большое спасибо.